Артур на лодке, не считая фламинго. Я проснулся от звуков лодки с углем и дровами. У меня заканчивается уголь. И еще мне нужны те самые волшебные спрессованные логи из спрессованных опилок. Вот здесь лодка. Мое нелюбимое занятие в лодочной жизни. Вообще как-либо взаимодействовать с углем, потому что он тяжелый, грязный. Его потрогать все в угле, ботинки в угле. Вся жизнь в угле. Но без угля зимой не протопиться. Сейчас довольно холодно, около 0, ночью был минус. И не хватит по-другому отопления. Дровами не получается. На улице сейчас 6 градусов, но ночью доходит до 0. Приходится топить как не в себя. Так что я буду записывать подкаст, пока я топлю печь. По крайней мере, его первую часть. Вчера был интересный день. У меня уже, правда, смешалось последние пару дней в один. Но, в общем, во-первых, у меня сгорел солнечный контроллер. Я об этом писал в канале. Солнечный контроллер — это такая штука, которая через него от солнечных панелей, не путать с аккумулятором, на крыше лодки у меня расположены 3 солнечные панели. От них идут провода. Подключается солнечный контроллер. Он правильным образом накапливает электричество, преобразует его 48 вольт в 14-15, сколько нужно для заряда батареи. И, собственно, их заряжает. Без этого контроллера нельзя напрямую просто подключить солнечные панели к батарейке. Такая есть прослойка посередине. Вот. И у меня сгорел уже второй контроллер фирмы Epever, я не знаю. Возможно, потому что я неправильно его настроил или неправильно подключил, но за последние 3 года два таких одинаковых у меня сгорели. И вот последний проработал буквально год. Что, конечно же, не окей. Поэтому я написал в поддержку. Они мне сначала долго не отвечали, а потом перезвонили и сказали, что 18 дней прошло, и я написал им грозное письмо, что, ребят, так нехорошо, я ваш вообще-то постоянный клиент, у вас и панели покупал, и эти контроллеры, и провода, и что я только не покупал. Вот, они тут же перезвонили, извинились и выслали мне на замену не тот же самый контроллер, а я попросил, я говорю, я уже больше ему не доверяю, я хочу теперь виктроновский, более надежный. Это такой прямо, надежный, немецкое качество, в общем, надежный бренд в мире всяких вот off-grid solar штук. Victron. Вот. И мне прислали их контроллер. Я спросил у своего знакомого Тима, лодочника, электрика, по поводу спецификации. Рассказал ему, сколько у меня панелей, чего я хочу, хватит ли мне контроллер на 50 ампер. Так как у меня 3 панели по 370 ватт каждая, это 48 вольт, это больше, чем 50 ампер, но вряд ли когда-то будет такое солнце на канале, даже летом, что мне это сильно понадобится, учитывая мою батарею. Короче, контроллер с 50 амперами, в принципе, для меня вполне подходящий. Я его установил, и пока все работает, все хорошо. Так что я теперь, наконец-то, хоть смогу немножко... зимой солнца немного, на канале солнце ходит низко за домами, поэтому
даже когда оно есть на небе, его очень мало попадает на солнечные панели. Вот. Но все равно это лучше, чем ничего. Особенно, когда ты уезжаешь или уходишь с лодки, и ты не можешь удаленно завести двигатель. А, нужно, чтобы работала камера, там, ну, какие-то другие штуки, которые у меня здесь есть, зависящие от электричества. Ну, в общем, неприятно, когда оно просто неожиданно батарейка разряжается, потому что я тогда теряю связь с лодкой. Ну, вообще, в общем, зимой солнце это не основной источник энергии, но он все равно покрывает там 40-50% моих нужд, а это немаловажно. Вот, но, во-первых, у меня этого солнечного контроллера, то есть пару недель я жил без него. Во-вторых, вчера, несмотря на солнце, он ничего не успел зарядить, и я завел двигатель, и 3 часа заряжал батарейки. Раздается гневный стук в лодку. Такое первый раз. Там какая-то британская женщина, ну, на вид, не знаю, лет 50-60. Ну, и начинает на меня прямо наезжать, что вот, ты понимаешь, я вообще-то здесь живу. Я говорю, пожалуйста, извините как бы за шум, но я тоже здесь живу. И вообще многие из нас работают из дома. Извините, но я тоже работаю из дома, это мой дом. Вот, и твой двигатель, типа, абсолютно ужасен, тарахтит как танк, не у всех лодок так, вот твоя особенно ужасная. Я не думаю, что мой двигатель особо шумный, мне наоборот кажется, что он потише некоторых, но корма лодки сейчас немножко расположена под пешеходным мостиком. И мне кажется, из-за домов и этого моста здесь создается такая акустика, что особенно усиливается шум этого двигателя. Ну, в общем, я пытался максимально вежливо найти с ней какой-то компромисс. Я ей говорю, when would be a good time for me to run the engine for a couple hours a day, so I don't disturb you. Как, в общем, когда лучше двигатель-то заводить, чтобы вам было удобнее? Она так на меня смотрит и говорит, never! Никогда. Вот. Ну, в общем, я все позывы, которые у меня были, ну, я много представлял себе в голове возможных способов. Достоевского вспоминал. Вот. Ну, короче, на этой ноте мы распрощались. Она записала номер лодки. Снова мне вот повторила, что, значит, вот 15 лет здесь живет, и вот этот кошмар, и все дела. Я сказал, что, ну, вы могли бы намекнуть вашему консул, что здесь надо поставить электрические hookup points, и я бы подключился и платил за электричество. У меня нет с этим проблем. Но их не ставят, и мне приходится добывать электричество таким способом, каким получается. Вот. Ну, в общем, она ушла. Я стараюсь все-таки поменьше теперь заводить двигатели, ограничивать себя в потреблении электричества. Ну, было крайне неприятно, конечно. Но параллельно с этим я увидел, что по каналу ходит парень азиатской внешности и фотографирует лодки. Лодки, лебедей, ищет разные углы, и прямо видно, что заинтересовался или фотограф, или просто любитель, которому нравится. Вот. И он видел всю эту картину, наблюдал, и я, естественно, меня немножко трясти начало. Это неприятно, когда к тебе домой приходят с таким наездом. Вот. И он начал меня расспрашивать, а я вышел из лодки буквально в футболке, а там 0 градусов, очень холодно на улице. И вот у нас за разговор, у него не скончаются вопросы, он говорит, что он студент, и в этот момент я, конечно, интересно себя повел. Дело в том, что несколько дней назад ко мне уже подходили, здесь постучали тоже несколько студентов китайских из Китая, которые что-то сервис-дизайн изучают, и у них были вопросы про лодки, про канал Android Trust и так далее. Я им отвечал, и вот. И приходит этот парень и говорит, да, у меня студенческий проект с фотоаппаратом. Я говорю, наверное, ты из Китая. Он такой говорит, нет, из Малайзии. Вот, мне очень стало стыдно за свой расизм. Я позвал его в гости, он, конечно, обалдел, и никто из лодочников еще не пускал, к кому они там стучат или спрашивают иногда. Он из другого университета, из другой группы, не китаец, вот. Но он очень вежливый, приятный парень, будущий архитектор, он все фотографирует на канале, чтобы потом сделать из этого рисунки и написать какой-то paper, какую-то, в общем, работу по этому поводу.
Вот, и, ну, был в полном восторге, что я ему тут разрешил из окна пофоткать и какие-то детали лодки, и рассказал про свою жизнь, мы зафолловились в Инстаграме. Ну, в общем, приятно. И я таким образом скомпенсировал себе немножко этот эм, травмирующий экспириенс британской негостеприимной тетушки. Вот. Ам, А сейчас я жду гостей, и нужно натопить как следует печь. Ам, Конечно, поддерживать температуру. Я не в Британии вырос, поэтому жить в 15-16 градусов мне не очень приятно, как многие тут, в общем-то, делают. Я люблю, чтобы в лодке было, ну, от 18 до 20, примерно комфортная температура на 19, тогда и воздух свежий есть. Но поддерживать ее в балансе, когда, ну, довольно тонкие у меня окна, и не то, что очень хорошо она инсулирована, ну, трудно. Вот когда ноль, мне приходится одновременно использовать отопление Webasto, которое у меня радиаторы висят по лодке на той части, где спальня, и держать печь в приличном размахе. Если этого не делать, то очень быстро... Ну, проснулся я сегодня, наверное, в 12 градусов, что не фатально, но не очень приятно из кровати вылезать, честно говоря. Вот. Так что сейчас натоплю и буду стараться это поддерживать. В июне этого года я выплыл, наконец, на своей лодке на центральную Темзу в Лондоне, где Тауэрский мост и все эти большие Uber Boats гоняют туда-сюда, и, в общем, вообще большой трафик на реке, много кораблей и так далее. Я к этому готовился, ну, это была такая немножко мечта, знаете, bucket-list. Мало лодочников на narrowboats, которые живут в Лондоне и в Британии, вообще рискуют выбираться на центральную Темзу. Это такое сафари не для слабонервных немножко. Ну, в этом не так много смысла. Логистически тебе спокойнее и проще проплыть по каналам через центральный Лондон и оказаться с другой стороны. Да, это дольше, то есть тот же самый путь через центральную Темзу можно проделать за часа 3. Но по каналам придется плыть, ну, минимум день, наверное, целый, прям с утра до вечера. Но это рискованно, потому что, ну, у лодки нет киля такой речной. Ее очень сильно может шатать и может перевернуть. На центральной Темзе бывают волны до 2 метров. Эта часть реки называется Tidal Thames, что означает, что у нее есть приливы и отливы. Она максимально близко соединена с морями и океанами. И на нее нельзя просто так выплыть в любой момент. Ты бронируешь шлюз по телефону, и тебе говорят время, когда будет течение в твою сторону. Если ты хочешь плыть на запад Лондона, например, из Лаймхаус-Марины, то есть повернуть направо, то тебе выдают временной слот. Мне выдали, например, 3 часа. Но обо всем по порядку. В общем, я уже давно это планировал, но понятно, что это очень большой риск, и решиться на это сложно, потому что смысла мало, кроме куража, и я, мужик, на корабле поплыл через центральную Темзу, что в целом сомнительно, но окей, но это не просто лодка моя, это мой дом, и в этом году закончился мой постоянный рабочий контракт, и было много, в общем, всяких проблем и сложностей с ментальным здоровьем, и финансами, и всем этим разруливанием всего этого. Поэтому, ну, угробить еще и свой дом со всеми своими вещами ради того, чтобы просто поплыть по центральной Темзе, сделать красивые фоточки, это, конечно, сомнительно. Вот. Но мне хотелось, я понимал, что ну, вот сейчас есть возможность, почему бы ей не воспользоваться. Я уговорил своего друга Женю приехать в гости из Швейцарии. Ну, он так собирался, у него здесь родственники, вот, и он на машине приехал, сделал мне кастомный столик для side hatch, для бокового окна на лодке. Спасибо, Женя. Привез, вот, и мы вдвоем договорились, что мы поплывем. Я готовился, но не сильно заранее, потому что мне страшно. И один из способов с этим справляться был
в том, чтобы не очень-то на этом концентрироваться и вообще не давать своему мозгу поверить в то, что я действительно собрался это сделать. Ну, потому что я понимал, что вообще я в последний момент могу передумать. И Женю я тоже предупредил, что будем смотреть по погоде, я буду смотреть по своему состоянию, настроению. Я еще спрашиваю других лодочников. Мимо кто-то плывет. Подождите, если это лодка с углем и дровами, мне нужно купить уголь и дрова. Вот. И я уговорил Женю приехать, сказал ему, что я могу передумать и буду смотреть по обстоятельствам, но начал готовиться. Во-первых, на центральную Темзу нужны спасательные жилеты. Купил. Нужен якорь, он у меня был с этой лодкой. У многих лодок, которые стоят на каналах, нету якоря, потому что на канале он не нужен, вообще запрещено его использование, здесь слишком мелко. Но на Темзе он нужен, потому что если тебя понесет, чтобы остановиться, нужно выкинуть якорь. Причем глубина Темзы иногда 15 метров в некоторых местах, поэтому рекомендации по длине цепи плюс веревки якорной в общей сумме 30 метров должно быть. Поэтому мы с Женей вдвоем отмеряли, проверяли, что все подходит, все соответствует. Вот, рацию я заказал Baofeng с AliExpress, проверил, что все работает. Ну, это хорошая, качественная рация. Но в ней была особенность, как я потом выяснил. До этого дойду. И забронировали мы шлюз в Limehouse Марине. Есть шлюз, который соединяет каналы с центральной Темзой. Он очень большой, впечатляющий, что снаружи, что внутри, потому что, например, в нем нету... ну, на обычных шлюзах есть ворота и шлюзы. И ты можешь потихонечку поднять эти шлюзы, пока ворота закрыты, слить воду, потом уже открыть ворота и выплыть. Этот работает не так. Здесь прямо воротами набирают или сливают воду, поэтому, когда ты находишься в шлюзе, нужно очень крепко держать веревки, потому что они постепенно начинают открывать ворота, и когда они их открывают, тебя уже выбрасывает на Темзу, на волны, на все вот это. Вот. В последнюю ночь я выяснил, что у меня недостаточно дизеля, я был уверен, что я залью его в Limehouse Марине. Точнее, я даже не знал, сколько у меня дизеля, у меня нету какого-то датчика, поэтому единственный способ проверить это, ну, либо дождаться, пока он закончится, до чего я обычно не доводил, потому что бак 200 литров, и я просто каждые несколько месяцев заливаю примерно 100, и ни разу еще не было такого, чтобы я ушел там в меньше 50. Вот, но тут мне как-то стало немножко волнительно за это, я подумал, что надо... долить дизеля и взять с собой на всякий случай, поэтому, ну, пришлось нам ночью с Женей искать ближайшую заправку. Покупать у меня было 2 канистры по 5 литров всего, покупать еще пару, потому что 10 литров это ничто, а жажда все. Вот, и в итоге дважды, один раз мы с Женей привезли, получается, там 20-25 литров этими канистрами заправки на такси. Второй раз еще утром перед заплывом это сделал я, еще раз привез, часть залил, часть оставили про запас на всякий случай, если вдруг пригодится. Мы оба отдали паспорта, и я сделал бэкап еще раз там всех своих важных фотографий, проектов, всего такого на жесткий диск. Ну, конечно, они есть в нескольких местах, есть в облаках, но все-таки. Вот, и отвез все. У меня есть ячейка в Ислингтоне, которую я снимаю. В ней там храню документы на лодку, какие-то такие вещи. Вот туда же положил там паспорт, жесткий с бэкапами. Ну, как бы вещи, которые мне будет супер сложно потерять, потому что все остальное, ну, воспоминания и фотографии, документы и все такое, оно более-менее в цифровом виде есть. Не то, что как бы я реально рассчитывал, что все как-то пойдет по ужасному сценарию, но когда ты повышаешь так риск, Центральная Темза достаточно рисковое мероприятие. Я понимал, что там можно пойти ко дну. Я понимал, что мы-то спасемся. Мы оба умеем плавать, у нас есть жилеты, и там куча спасательных лодок и все такое. Но лодка может довольно быстро набрать воды и пойти ко дну, если что-то пойдет не так. Вот, поэтому мы подготовились таким образом. Совпало так, что на этой же неделе мы отплывали в среду, по-моему, а в субботу выплывал St. Pancras
Cruising Club. Это, если вы были на Кингс-Кроссе в Лондоне, в районе Cold Drops Yard, там есть шлюз и док для лодок, где их чинят и красят, делают блэкинг. И там же стоят, там есть небольшая марина, и там стоит много лодочек. Вот. По-моему, они в основном принадлежат этому клубу. В среднем возраст людей там 50-60 лет. Это такие британцы, у которых, мне кажется, я не знаю, сколько процент из них живет на лодках. Мне кажется, у них это больше хобби такое. И они с февраля готовились к тому, чтобы в июне проплыть флотилией вот как раз такой маршрут по Центральной Темзе. Много чего там изучали, проверяли все на лодке, тоже с рациями, все такое. Ну и тут я, значит, залетел с ноги, начал готовиться там практически за пару дней. Хотя, опять же, свое оправдание, но у меня все уже было. Якорь у меня был давно, жилеты я купил еще год назад, понимая, что я могу поплыть, рацию тоже и так далее. Вот. Женя меня спрашивал, а что может пойти не так? И первое, что я ему назвал, потому что это совершенно проклятая в лодках фигня, это reed hatch. Это такой люк, который нужен, чтобы у вас был доступ к пропеллеру. Если на него намоталась какая-нибудь трава, пакеты, что угодно, пропеллер может забиться вплоть до того, что вообще не будет крутиться. А если намоталось и он продолжает вращаться, обычно это сильно снижает скорость и эффективность. Поэтому периодически лодочники, матерясь, открывают этот reed hatch. Моя знакомая Рика, например, она сама может все, в том числе масло у двигателя поменять, но чтобы залезть в reed hatch, у нее настолько фобия этого люка и своего содержимого, что она обязательно приглашала кого-то за ужин или за что-нибудь, не знаю, за вино, чтобы человек залез и помог ей там все почистить. Вот, но я это регулярно делаю, наверное, раз в 2-3 месяца я в этот reed hatch залезаю, чтобы ножом, хлебным лодочники предпочитают, он лучше разрезает веревки и все такое, очистить пропеллер. Вот, и я сказал Жене, что там что-то может пойти не так, и у меня не очень там хорошая прокладка, но сейчас вода как бы не заливается, давно уже такого не было, все с ним в целом хорошо, но как будто вот это опасное место. И перед отплытием я решил залезть туда и проверить reed hatch еще раз, что все с ним хорошо, с пропеллером все хорошо. Очистил пропеллер от лишнего, это было уже ночь перед отправлением, вот, и, закрыл reed hatch плотно, как мне казалось, там все хорошо. Вот, я, по-моему, из подготовки, с того, чем мы занимались, это все, убрали все с крыши максимально. Внутри был, конечно, бардак. Все бьющиеся, все стекла, все картины, все я снял, все, что может упасть, разбиться, цветы, все стояло на полу, то есть вся лодка была тут вверх дном. Подготовил пылесос. У меня керхеровский wet and dry vacuum cleaner, you know. Он умеет отсасывать воду. Если из него убрать пакет мусорный, он просто превращается в мокрый пылесос, так называемый, он может черпать воду. И я его поставил на нос, к носу лодки сюда, потому что я ожидал, что из посмотренных моих видео и прочитанных историй про Центральную Темзу, что высокие волны и все это, лодка встречает их носом. Соответственно, именно на нос будет заливаться максимальное количество воды, которое может пробивать и через двери внутрь и так далее. Я проинструктировал Женю, что нужно будет включить этот пылесос и откачивать, если что, вдруг тут прям зальется. В общем, там какие-то тряпки приготовили и так далее. Плюс я ожидал, что вода может начать заливаться через отверстия, в которых она обычно сливается. То есть, например, кухонная раковина или душ, там есть канализационный такой слив в канал. Но, в общем, если лодка начинает качаться, накрениваться, и там большие волны, то оттуда вода может заливаться внутрь. В общем, мы примерно к таким вещам были готовы. Дальше я стал утром уже проверять рацию. Я осмелел и соединился там. Есть, по-моему, 22-й, что ли, канал общей Центральной Темзы. London VTS это называется, вот морская речная служба. И я вот научился с ними коммуницировать, что там London VTS, this is narrowboat такая-то,
I'm about to go on the Central Thames. I just wanted to check that the radio is working. Over. И они мне отвечают там, на работу такой-то, да, мы вас типа приняли. Не с первого раза, но, в общем, когда-то у меня получилось до них достучаться. По правилам ты должен, когда ты вышел на Темзу, во-первых, должен быть гудок, во-вторых, ты должен сообщить по рации, что вот ты вышел, а потом, что ты с нее обратно там на каналы ушел или покинул Tidal часть Темзы. Ну, в общем, на центральной Темзе нужно оставаться на связи с этой рацией. Вот. И, ну, в общем, момент настал, мы заезжаем в шлюз. Я начинаю осознавать реальность всего происходящего. Не то, что мне очень страшно, я собран, все нормально, я готовился. Но вот ощущение, что я не могу проверить, знаете, 10 минут, что там происходит. И если что, вернуться назад, это, конечно, было неприятно. Потому что, ну, на каналах и других реках у меня такого нет. Если мне что-то не так, что-то сломалось, или я неуверенно себя чувствую, или очень сильное течение, я всегда могу примориться, остановиться где-то и привязаться, переждать это, или решить, что нет, ну тут, не знаю, непроходная вода, мне сюда не надо, я поплыву задом назад. На центральной Темзе это невозможно. Шлюз открывается в одну сторону, тебя выпускают, тебя начинает течение потихонечку нести. И я уже сообщил на следующий шлюз в Брентфорд-Теддингтон, не помню, кто из них, в районе Ричмонда уже, где заканчивается Tidal Темза, с приливами и отливами, что я вот приеду, и я спросил, во сколько вы работаете, они сказали, что мы круглосуточно здесь, если ты приплывешь, если что, можно зайти. Вот. Но, соответственно, из-за течения и из-за трафика на центральной Темзе там негде нормально остановиться и что-то переждать или что-то починить. То есть это мы должны были выплыть и там через 3-4 часа оказаться в финальной точке. И никаких промежуточных остановок или вариантов, соответственно, не планировалось. Ну и, в общем, мы выплываем. Я звоню Дудю в гудок, значит, сигналю, сообщаю по рации, что я выхожу на центральную Темзу. Кричу чувакам из Лока, пожалуйста, не закрывайте двери, я могу передумать. Они в ответ мне орут, перестань паниковать, типа, все хорошо. Вот, ну и мы выплываем. Женя вроде нормально, так наслаждается адреналином. Я тоже немножко в ахуе, пытаюсь понять, как вообще, что происходит и как мне теперь всем этим управлять. Там очень большие волны, стрёмно, она очень широкая, это масштаб, которого ты раньше не видел, несмотря на мой опыт 4 лет на лодке, управление лодкой, и опыт на Темзе, и на Tidal Темзе тоже, но Темза на центральном Лондоне — это отдельная песня. Ну и, в общем, 10 минут первые, более-менее все нормально. Женя начинает бегать внутри, проверять, что вода никуда не заливается, а вода куда-то заливается. Например, душ полным воды. Женя включает в душе насос, который откачивает воду. Там есть предусмотрено для душа. Вот, и он говорит, я его так и оставлю. Я говорю, да. В раковинах никуда не заливается, потому что они выше. А душ, так как низко он находится, близко к линии воды, то туда-обратно начала заливаться вода. Ну, вроде не фатально. На носу и здесь, вот в этой области, было довольно тихо, несмотря на то, что мы, конечно, принимали волны носом, и что-то дозаливалось. Вот. Ну и, в общем, 10 минут я пытаюсь одновременно наслаждаться, адаптироваться, офигевать. С ужасом замираю, когда мимо проплывает Uberboat, потому что они создают такой wash, так называемый, волну такую за собой. И вот эти вот откаты еще качающиеся. После, что это очень чувствительно, ощутимо. И, конечно, мне стрёмно, что мы можем перевернуться, или я могу не справиться с управлением. Но все идет нормально. Я, зная лодки и бывав в разных ситуациях, оставил пол в комнате с двигателем не собранным. Что это значит? Что если туда посмотреть, то ты прямо видишь двигатель, все электричество, этот витхэтч упомянутый. Я решил, что это будет лучше для этой поездки, хоть и некомфортно там через двигатель переступать, потому что если что-то пойдет не так, я моментально это увижу. Что с двигателем, не начали ли мы воду забирать через витхэтч или что-то такое. Я как бы готовился к этому и периодически туда поглядывал.
Ну и как бы когда у меня стресс прошел, я освоился, я в очередной раз туда вниз посмотрел, я увидел там очень много воды. Все-таки прокладка сдалась, и мы начали набирать очень много воды. А как потом я понял, что довольно стыдно признавать, но я признаю для честности и откровенности, я плохо закрутил, неправильно закрутил эту крышку Red У нее есть такая скобка, которая сверху как бы придавливает, и ты винтом вот так ее закручиваешь. И у меня эта скобка попала между крышкой и самим Red создав таким образом щель там дополнительно. То есть мало того, что там практически отсутствовала, с одной стороны, очень прохудилась хреновая прокладка, у меня нет объяснения, почему я не... То есть это копеечная работа. 5 фунтов стоит эта лента, нужно было просто взять и сделать. Но так как на каналах и реках ничего не происходило, так как механики, которые приходили ко мне, все, кто смотрел ту область, проверяли, говорили, что все нормально, а я просил каждый раз, когда я что-то делал с двигателем, приезжал в какой-то там сервисный лодочный центр, я говорил, мне сказали, что нужно там сделать там что-то steering gland, repacking и что-то там Sweet Hatch. Они такие, да, нет, у тебя все нормально, там, мы все проверили. Ну, я как бы доверился им, доверился себе, реально ничего не происходит, как будто, ну, хреновая прокладка, как бы, ну, держит же и держит. Но тут двухметровые мощные волны, которые начинают ударять снизу об этот люк, и, соответственно, конечно, он начинает пропускать воду, а там еще и щель. То есть мы очень быстро начинаем набирать воду. Я кричу об этом Жене, он приносит пылесос, и мы вдвоем начинаем отсасывать на Темзе по полной программе. Наверное, 40 пылесосов воды мы выкинули в Темзу. Мне нужно вернуться к печи. 40 пылесосов полных воды и, к сожалению, иногда масла и дизеля, потому что ну, все это смешалось с двигателем. В какой-то момент из двигателя просто начал бить фонтан воды. Тут я немножко порадовался, что это надежный и дизельный двигатель, а не электрический, который бы, наверное, при первом соприкосновении с водой сразу бы и откинулся, сгорел. Вот. Пока все это происходит, то есть Женя стоит внизу, откачивает, держит шланг. Я наверху держу пылесос. Как-то он заполняется, я открываю крышку и выбрасываю всю воду за борт, закрываю обратно, снова включаю, Женя опять высасывает воду. Мы занимались этим непрерывно, примерно, я не знаю, наверное, час, потому что если и уровень воды оставался такой же. То есть если бы мы остановились в любой момент, мы бы начали набирать больше, и в какой-то момент это было бы критично, не говоря уж о том, что когда вода бы дошла до всех проводов, и все это бы замкнуло, пылесос бы тоже перестал работать, соответственно. Вот, я беру рацию и вижу, что мы проплываем полицейский участок. На Темзе есть на воде тоже полицейский участок. И я беру рацию и сообщаю вот на 22-й канал, что у меня такая проблема, я начал набирать воду, мне нужно остановиться где-то, примориться и решить свою проблему. Я говорю, прошу разрешения примориться к полицейскому участку, чтобы решить свой вопрос. Они говорят, переходите на другой канал. И называют мне канал, на который нужно перейти. И тут-то, собственно говоря, я и попал с рацией с Bauerfang, купленной с Алиэкспресса, но дело совершенно не в Алиэкспрессе. Дело в том, что она не была настроена по умолчанию на британские частоты и нечастоты. Поэтому, что такое каналы и что такое частоты, frequency? Частоты это вот в мегагерцах, как на радиоприемнике 102.3 FM. А каналы это, как и на телевизоре, то есть первый канал, он, конечно, имеет какую-то там частоту, не знаю, 372.221. Но для простоты мы не запоминаем эти, естественно, цифры и не вводим их, а записываем под какой-то простой номер. Короче, с каналами на рациях то же самое. Поэтому в Британии 1, 2, 3 и 22 канал, там это все соответствует каким-то частотам, есть какие-то регламенты. А рация не была на это запрограммирована. Она запрограммирована была
ну, не знаю, на азиатские частоты, я до конца не разобрался. Поэтому, когда они мне говорят, переключись на другой канал, у меня как будто, у меня другая частота запрограммирована на эти цифры в рации. Поэтому мне пришлось, управляя лодкой и одновременно отсасывая воду, еще и гуглить на телефоне таблицу соответствий, когда мне сказали, на какой канал переключиться, соответственно, я вручную ввел эту частоту и на него переключился. Но особенно мне эта рация больше не понадобилась, потому что, ну, секунд через 40 после того, как я им сообщил, сбоку, как знаете, в Need for Speed, просто полиция такая, ну, это была не полицейская лодка сначала, а Fire Rescue, пожарная бригада, моментально появляется сбоку, и они уже начинают кидать нам трос. Женя побежал на нас, с ними там взаимодействовать. Я продолжаю как-то все это контролировать лодку в полном ахуе, честно говоря. Ну, потому что управлять лодкой на центральной Темзе — это full-time job. Нужно концентрироваться, нужно смотреть на эти Uber-boats сумасшедшие, нужно следить, чтобы ты волны правильно встречал. Если очень сильная волна, нельзя ее встретить боком, она может тебя перевернуть. Нужно носом лодки на нее запрыгнуть, там, разрезать ее и так далее. Препарировать волну. Вот. Fire Rescue, значит, начинает с Женей там как-то общаться, перекрикиваться и пытаться нас взять на трос. У них в какой-то момент получается, один раз он оторвался, я там в одиночестве продолжаю, значит, откачивать воду. И они постепенно начинают разворачивать. И по рации советуются, так как я переключился на этот канал, мы слышим все, о чем они говорят. И полиция там на этом канале говорит: слушайте, ну, мы не можем неизвестные лодки разрешить пришвартоваться к полицейскому участку. Это хорошо, что они еще не знали паспорт какой страны у пассажиров этой лодки. Вот. И, ну, Fire бригада спрашивает, говорит, что мы их уже куда-то тащим, но не знаем куда, и любой совет по поводу того, куда их можно дальше отвезти, приветствуется. Это, конечно, очень весело слушать, когда тебя куда-то буксируют. Они спросили, работает ли двигатель, сказали, продолжайте откачивать воду. Я поблагодарил за ценный совет, продолжили это делать. В какой-то момент я понял, что сзади меня находится Тауэрский мост. Внизу Женя, который не вылезает из engine bay, из комнаты с двигателем, и вообще не видит какое-то время происходящее. И я понял, что как бы сейчас или никогда, достал телефон, начал делать селфи с Тауэрским мостом. В этот момент Женя говорит: блин, Артур, пылесос уже наполнился, надо выкидывать. Я говорю: сейчас, и продолжаю такой селфи сделал. Вот. Потом я подумал, что надо с Женей поменяться, что он тоже видом насладился и вообще всем происходящим. И мы поменялись, я залез вниз туда, начал отсасывать, пока Женя тоже оглянулся. И я помню, что он мне говорит: я вылезаю из... свои ощущения. Вылезаю из лодки, потому что как бы полчаса все, что происходило, и все, что он видел, это вода, двигатель, трос, он не оглядывался по сторонам. Вылезаю и прямо перед собой вижу Тауэрский мост, и это прикольное ощущение, необычное. Пожарная лодка продолжает нас тащить в сторону Лаймхаус Марины, откуда мы приплыли. Появляется полицейская лодка. Это маленький катер, они очень быстро тоже нас подрезают сбоку, он ко мне привязывается, запрыгивает на борт, полицейский быстро-быстро подходит, очень четко, очень по делу. Дети на борту есть, помощь кому-то нужна, только вы двое или еще есть люди? Нет, хорошо. Вы в порядке? Двигатель, контроль сохранили над лодкой? Вроде бы да, вот вода. Хорошо. Мы вас довезем до Лаймхаус Марины, там привяжем и там оставим. Дальше наши полномочия все. Собственно, что они сделали. Мы спокойно, медленно с ними доплыли. Я уже был гораздо более расслаблен, потому что мы не одни. Я понимаю, что если что, нам могут помочь. Хотя все равно историю с водой нам никто не помог решить. Никто там ничего не советовал, не смотрел туда. Это абсолютно наша была ответственность. И все еще мы могли в любой момент пойти ко дну. Хоть на тросе, хоть без. В общем, через какое-то время мы оказались на Акофан. Возможно, будет создавать неприятный шум для подкаста, поэтому я его пока спущу. Это такой специальный вентилятор для лодочной печи, который работает от разницы температур. Здесь, видите, элемент специальный и проводки.
Соответственно, вот эта штука очень холодная, вот эта штука очень горячая, и из-за разницы он создает электричество и крутится. Сейчас я топлю печь, поэтому начал вращаться громче и может немножко мешать. Нас довезли до Лаймхаус Марины. Он задал какие-то вопросы, записал номер лодки, что-то спросил. Ну, я сказал, есть ли какой-то за это, должны ли мы вам чего-то, как бы есть какой-то штраф или вообще что. Он говорит, нет, ты что, какие вообще вопросы. Что очень приятно. Ну, то есть люди работают, чтобы помочь и отстать. Никаких проблем лишних. Ну и эффективность была максимальная. Чего не скажешь иногда лондонской полиции, если у вас в Сохо украли телефон. Хотя бы на Темзе все было на хорошем уровне. У меня нет претензий. Вот. И мы остаемся, значит, привязанными к Лаймхаус Марине на понтоне. Это такая деревянная качающаяся штука. Но фишка в том, что мы вроде бы как бы в безопасности, но на самом деле нет. Потому что там узкий вход в эту марину. И нас начинает очень сильно всеми волнами от проходящих лодок. Там эхо такое этих волн, и нас очень сильно раскачивает и бьет об этот понтон. Веревки начинают трещать. Я прям понимаю, что они сейчас лопнут. Чувствую это пятой точкой. Через 5 минут это происходит. Веревка лопается, там передняя, по-моему, какая-то на носу. Я срочно достаю запасную веревку, мы с Женей начинаем это все привязывать, и в это все время нас продолжает колотить регулярно, прямо бить о берег. Это было очень нервно, мне было более некомфортно, чем на Темзе, потому что вот эти удары постоянные. И все падает как бы в лодке, трясет ее. Я понимаю, что она в любой момент может оторваться. Ну и удары ей тоже не полезны, несмотря на то, что она металлическая. И я стал думать, что делать дальше. А ворота закрыты. А в Марине никого нет. Рабочий день закончился. Нас выпустили, как я говорил, да, и их уже не волнует, что нам обратно надо заплыть. Что у меня в голове это не очень укладывается, но опустим этот вопрос. И я уже стал думать какие-то стратегии в голове, что как ночевать-то и вообще, что я не могу спать в лодке вот в таком состоянии, ее ночью может унести и вообще. И я тогда придумал, что я прям возьму спальник и буду устрою кемпинг, это же лето, буду кемпить возле лодки или на понтоне, или там чуть в отдалении. Все ценные вещи думал максимально из лодки выложить прямо на понтон, разложить или прям там рядом и ждать утра, когда кто-то вернется в марину и откроет двери. И ставить будильник, просыпаться каждые там полчаса, не знаю, дежурить, чтобы лодку не унесло и не оторвало, и проверять, что все нормально. Вот на таких нервных мы были чувствах. Я нашел emergency телефон, как бы, когда у вас какая-то чрезвычайная ситуация, по которой можно позвонить в канал And River Trust. Позвонил. Ну, они такие, значит, вроде этот шлюз, он вообще не нам принадлежит, он принадлежит Лаймхаус Марине, Аквависта, там компания его менеджерит. Ну, сейчас мы пробуем до них дозвониться. Вообще, пока сходите, посмотрите, у них там, если закрытая дверь, там должна висеть бумажка с телефонами, куда можно позвонить. Может быть, вы сможете дозвониться смотрителя Лока. В общем, Женя пошел искать этих людей, искать эти телефоны. А я ждал ответа от вот этого emergency line, который не очень хорошо, как мне кажется, отзывался на мою emergency. Перезванивают они мне минут через 30. Говорят, извините, пожалуйста, выяснилось, что это теперь, этот шлюз перешел нам пару месяцев назад. Это наша ответственность, этот шлюз. Смотритель уже ушел, но мы до него дозвонились. Он сейчас минут через 40 вернется, посмотрит, что у вас там с лодкой, и попробует вас, может быть, запустить обратно. Вот. Ну, еще 40 минут стресса и перепроверки веревок. И мы, собственно, вода-то продолжает заливаться, поэтому мы, значит, Женя... по моему предложению, по-моему, кто-то там из нас, мы вместе это набрейнштормили, просто взяли тонкую пенопласт, пену, в которой посылки оборачивают, и Женя ее канцелярским ножом хорошо обрезал, мы сделали как бы новую прокладку для Витхэч. В какой-то момент еще по дороге, по-моему, уже когда нас привязали к понтону на входе в Лаймхаус Марину, как раз вот где мы в моем рассказе сейчас находимся, в какой-то момент... Я прыгнул туда и умудрился, когда волн было не так много, открыть этот Витхэч и закрыть его нормально. Это снизило, наверное, на 60% приток воды, поэтому стало гораздо проще, но все равно она заливалась. Вот. И Женя спустился вниз, вырезал прямо прокладку из этого пенопласта, положил там все по краям, прижили. В общем, все замечательно. Стыдно признаться, но я с этой прокладкой до сих пор живу.
надо заказать на Амазоне нормальную. В принципе, на каналах ее достаточно, она не пропускает воду. Вот, ну, в общем, мы остановили приток воды, все откачали, и дождались этого смотрителя Лока, он действительно пришел, ну, такой на веселье мужичок, говорит, очень его заинтересовало почему-то, а кто именно с утра открывал нам этот шлюз. Я ему показал фотку, он такой, ну это же Гарри, а этот Джон. Я говорю, замечательно, чувак, ты видишь, что с вами происходит? Может, потом об этом поговорим. Вот. И он говорит, ну, я сам этот шлюз еще ни разу не открывал, всегда помогал кому-то, но попробуем. Замечательно. Я на Темзе никогда на Центральной не был, морской волк, так сказать. Ты шлюза никогда не открывал. Хороший союз у нас с тобой, чувак. И, ну, в общем, он уходит, разбирается с Локом с этим, открывает ворота, мы заплываем, все-таки проходим обратный путь и вплываем в Лаймхаус Марину. Тишина, закат, абсолютно просто как будто ни ветра, ничего, тишайшая водная гладь. И мы привязались, выдохнули с Женей, сидим вдвоем, смотрим на все это и пошли в паб. Немножко что-то там вещи разобрали, пошли, посчитали ущерб, посмотрели, сколько у нас там воды в душе, не сломалось ли что-то внутри. В целом ничего не потеряли, кроме нескольких лет жизни и приобретения седых волос. Нашли очень прекрасный паб возле Лаймхаус Марины с видом на Темзу. Я вам советую сходить, если будете в Лондоне. Называется The Grape или Grapes. Он наполовину принадлежит, у меня плохо с именами актеру, который играл Гэндальфа в «Властелине колец». И там стоит посох Гэндальфа из «Властелина колец» в этом пабе. Ну, по еде и напиткам паб не очень примечательный, но вид на Темзу, балкончик и его какая-то вот аутентичность, это прикольно, и оттуда можно спокойно наблюдать за стихиями и лодками, с которыми мы только что там сражались. В общем, мы так отметили свое чудесное спасение, и с тех пор я пока на центральную Темзу не выходил. Я не знаю, не буду ничего обещать и загадывать, возможно, я сделаю это все-таки в следующем году, еще раз подготовившись. Ну, потому что, честно говоря, это довольно обидно. То есть я подготовился, знаете ли, к длинному, большому какому-то походу, большому путешествию и предусмотрел кучу всего, а провалился на том, что у меня развязался шнурок, и я упал через 5 минут, как вышел из дома. Ну, то есть это настолько дурацкая проблема, которая, конечно, могла стать фатальной, но это не то, к чему я готовился, не та проблема. Мы даже не успели дойти до мостов, которые тоже нужно знать, в какую арку проходить, как считывать светофоры и так далее. И в последний день перед заплывом мы оба читали, есть такая Tidal Thames Handbook, выпускает Environmental Agency, по-моему, или кто, ну, в общем, рекой Темза занимается Environmental Agency, такая организация. В общем, есть такая книжица, в которой все как раз расписано про мосты, про где безопаснее проходить, как правильно, какие сигналы нужно подавать гудком и так далее. Вот. И мы ее изучали, то есть я к этому готов, старался держать в голове, где мы будем проплывать и как, в какие места. Друг вызвался там нас фотографировать с моста, еще одна подруга хотела тоже прийти помахать, они все ждут там каких-то сообщений, когда именно мы поплывем. Я обещал, что я там, если смогу, если вспомню. Но вообще я в итоге пошарил live location в своем телеграм-канале, и, наверное, это было смешно людям наблюдать, потому что без контекста совершенно просто в канале появляется лайв, чисто в моем стиле. Появляется локация, и видно, как лодка из Лаймхаус Марины куда-то на центральную Темзу выплывает, потом разворачивается и начинает плыть обратно. То есть люди вряд ли поняли, что произошло. А потом я запостил эти эпичные фотографии с полицией, пожарной охраной и все такое. И многие люди поверили, когда я сказал, что я за превышение скорости просто на Темзе штраф получил. Вот. Но в итоге все сейчас хорошо. Я вернулся на каналы и вспоминаю это как приключение. Есть видео всего этого, и я постараюсь его в ближайшее время смонтировать. Оно довольно эпичное. А на этом, пожалуй, эпизод закончу. Мне нужно дальше дотопить печь и начать готовить ужин. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, понравилось ли вам, что вы думаете.
Это очень мотивирует продолжать, и я постараюсь записывать что-то еще. Ну и пишите, что бы вам хотелось узнать про лодочную жизнь мою, про каналы, про реки, про их обитателей. И когда есть вопросы, наверное, проще придумывать, о чем рассказать. Пожалуйста, поставьте лайк. Ну, в общем, подпишитесь на канал, вы знаете. Спасибо. Всем пока. Oh, it'll So be- Joseph, we'll be fine. Oh no. It's too late to backtrack. There's two independent witnesses. Yeah, it's like the Titanic, but with less money. Pretty much. Yes. No, you'll be fine. You'll be fine. Just just keep going straight forward. They'll stay around you. They will? They will. I think they will. Those In a big folks. very angry kind of way. No,